Мы сегодня будем здесь ночевать. Настоящее деревенское утро. Без интернета, без телевизора, без теплой и горячей воды. Костюм из прошлого. Да, Вместе с воспоминаниями. прикольно вообще. Такой Как в вообще. детстве. Пока мама не видит, на велике под дождем. Там смотри, какие цветы красивые. Возле шубки. Друзья, всем огромный привет. Эта серия будет, наверное, самая необычная на нашем канале. Почему она будет самая необычная? Потому что мы приехали на дачу Надежды. Тут одни цветы. Тут я сейчас не знаю, ты будешь кричать на меня, что тут коси, что тут не коси. Но не в этом суть. Цветы еще ладно, мы завтра с Яной разберемся с ними. Мы сегодня будем здесь ночевать с Яной. Мы не хотели, но потом вот так вот в один миг, а чё бы не поночевать? Правда, чё бы не поночевать? Так, сейчас мы быстро переодеваемся. Еще даже попробуем сегодня что-нибудь сделать. Мы, кстати, с тобой с краской цвета угадали. Да. Все, быстро переодеваемся. Я еще, возможно, чуть-чуть скашу, а Яна будет, как ты сегодня сказала, лагерь Лагерь разбивать. буду разбивать. Ночлежку нам организовывать. Поэтому времени разговаривать сегодня будет мало. Будем сегодня только делать. Сегодня скосили таким к самым нужным местам. К воде, к туалету, чтобы можно было машину во двор загнать. В общем, со входа полностью вот мы скосили. Ну да, Ну, тут тебе все. чуть-чуть осталось. Осталось чуть-чуть и сад. Во дворе, и завтра уже там В где у тебя цветах. цветник, Мгм. и туда, в сад покосить. А так тут уже можно двигаться, не бояться. А я дома попылесосила. Молодец, знаешь, так красиво смотрится свет в Мгм. окошке. Ну, Еще такой, знаешь, лампочки такие, не светодиодные, простые на камере. ну. Такой желтый цвет. Угу. Вообще красота. Че сидишь?
Не знаю. Вот убрала, сейчас пойдем стелиться. Приехали на самом деле поздно. Почему? Потому что пока мы доехали к его родителям, это на минуточку. Многие не понимают, кстати. Это далеко. Это почти 200 километров нам до сюда добираться. Вот. Приехали. Ну, к родителям. Ну, к родителям. Да. Сюда ближе, получается, да? Ну да, Потому что мы километров сворачиваем. 30-40. Вот. Приехали, детей разгрузили. Поехали, взяли инструмент, который нам надо сюда. Мы вообще планировали ехать утром. Ну, как обычно, мы у родителей ночуем и едем сюда. Но твоя мама дала хорошую идею. Не хотите ли вы поночевать? Ну, мы как бы согласились. Вот. Так что будем ночевать сегодня в Артёмином детстве. Он тут провел все свое детство, поэтому вот поностальгируем, правда? Да. Вот так тихо, так хорошо. Конечно же, мы знали, что будет все заросшее, и вот эта сныть цветет, видишь? Может, очень хорошо, что мы до того, пока она не перецвела, ее выкосим, но в любом случае она идет с корней, мы ничего с ней не сделаем. Но она косится легко. Да, облагородим это все. И не знаю, ну как бы вот самое главное это вот привести участок в порядок, скосить эту траву, а там дальше посмотрим, что мы будем завтра делать. Надо еще на улице свет проверить. Как мы будем ходить с тобой? ОБД? Да. А тут же не просто свет, смотри. Тут прожектор. Ничего себе. Пожалуйста, Будешь хотите сюда? Хотите сюда? Угу. Где-то тут все было продумано. Все было удобно, доступно и красиво. Деда с бабой. У деда всегда машина стояла во дворе. А вот здесь вот яблоня росла такая большая. И машина всегда в теньке тут стояла. И если приезжали какие-то гости, дни рождения, тоже тут были, праздновали дедушка с бабушкой. Тут ставили даже стол. Мы попробуем найти. Я помню, где-то есть фотографии. Фотки есть. Мы попробуем прикрепить сюда, показать, как здесь было. Тут очень красиво. Такая яблоня была. Вот тут просто все вот так вот. Такой тенек классный был. Еще что нам нужно проверить холодильник. Он должен быть рабочий. Так, какой тут от него? Этот, наверное. Нет, это, наверное, так, что поджигать комфорку. Может, это свет? Завелся. Работает. Угу. Боже, сейчас все ностальгируют. Вообще. 100%. Смотри, какой. Все рабочее. Ой, даже. Тут, слушай, уже морозит. Угу. Какой-то такой, я не знаю, что за название. Знаешь что? Я хочу сказать, про тебя выйдет новая серия криминальная. Кто в курсе? Исключено. Как про нас тогда первый раз, Да. про Артема. Сняли Да. фейк. Это мы опустим. Работает, поэтому продукт у нас не испортится. Распаковку мы делать не будем. Как бы, ну, не надо, правда? Ну, я думаю, нет. Вот, поэтому поесть мы с собой взяли, и мама нам надавала всего. Вот и тут всего. Ой, короче, у нас еды, наверное, завтра опять ночевать придется. Думаешь? Вот, ладно, давайте потихоньку будем обустраиваться еще нам. Примостелиться, где будем спать. Жилище Ну, я как мы будем попылесосила. На разных кроватях? Или на одной? Нет, на одной. На одной? Ты что, со мной хочешь на разных спать? Не, ну я не хочу, я бы просто проснулся, как в детстве. На той возле окошка. Ладно, шутка. Я потом под утро перелягу. Все, давай раскладывать еду.
Со своей постелью приехали. Хотя тут много всего, но вы же понимаете, надо все вывешивать, Да, выветривать. надо все вывешивать, все стирать. Ну. Вот. Уже бабушка сюда сколько лет? Да я не знаю. Года Надо 2 точно не жила Надо. здесь. У нее спрашивать. Ну. Сейчас она ностальгирует, смотрит нас. Она всегда плачет. Ей нравится. Она не знает, что вы сюда приехали, если что. Она Ну вот да. только прямо Она сейчас будет вот сейчас. знает. Вместе с вами смотрит. Что, надо телевизор? Сегодня на ночь нам посмотреть. Как ты думаешь, он работает? Я Он думаю, да. будет? Не, я имею в виду, будет работать? Ну так тут антенны, все есть. Что-то включается даже. Будет. Может там еще что-то, антенны присоединить. Видишь, висят сзади. Нет сигнала. Так, телевизора не будет. Наверное, эта приставка уже, может, не работает. У нас же сейчас какое? Цифровое телевидение? Или Не знаю. аналоговое, как там? Наверное. Поэтому, наверное, с этой приставкой не будет. Хотя каналы показывают все, но нет информации. Будем, получается, что, книжки читать? Беседовать. Найдем что-нибудь нам. Тут какие-то богатства. Смотри, какой сундук. А что здесь? Для бабушки таблетки. Тут какой-то прибор должен был. Ванна. Утюг, смотри какой. Надо что поутюжить. Ну, смотри. Тебе еще поутюжить Ну. смогу одежду. Ну, смотри, какой. Не Да, вымазанный, ничего. Ну, 100% Свежак рабочий. и рабочий, 100%. Можешь яичницу завтра на нем жарить. Ага. Тут есть какие-то журналы. Если нам будет грустно, мы что-нибудь найдем себе. Одеколоны, да? Шипр. Для мужчин. Одеколон. Да, настоит такой этот термоядерный просто. Вот даже не откручивается. Ну-ка. Что тут? Это больше на Ну что, бабушка Это что-нибудь похоже. навела? настойка. Что-нибудь мазать там Да. с ее этими каланхоями еще. Ну, типа, знаешь, ну, похоже на тот эти колонны да. вообще. Тут свечки. Если вдруг свет пропадет, у нас тут есть свечки. И аптечка, если мало. Аптечка, если надо, бачишь, свечки. Мы тут что-то без интернета, вообще без всего. Тут вот еле ловит. Сейчас вообще не ловит. Вот. Мы поужинали. И уже, наверное, будем ложиться отдыхать. Ну сколько будильник ставить? Я не знаю. С первой росой 6 утра, 5. 4. О, Все, друзья. Будем отдыхать мы. Завтра, ну, как бы у нас есть планы, чем будем заниматься, но не будем рассказывать, а будем показывать. Поэтому сегодня отдыхаем, а завтра встретимся с вами.
Вот это вот настоящее деревенское утро. Без интернета, без телевизора, без теплой и горячей воды, чисто колодец. Вот. Ну мы вчера уснули, я не знаю, может часа крутились, вертелись, но в 2-3 ночи где-то так уснули. Но мы полны энергии, поэтому сейчас ты, может, давай будешь что-то на завтрак готовить, а я потихоньку дальше буду что-нибудь делать, правда? Да. Вот. Очень, очень такое, очень интересное утро у нас сегодня. Такие вот непередаваемые ощущения. Я не знаю, может потом как-нибудь я их передам, но пока вот я их не понимаю. У нас с Яной были споры насчет того, в какой цвет нам покрасить окна. На каких-то фотографиях видно было, что вот цвет окон был голубой, вот такой. Не, мне такие не нравятся. А вот сейчас последний цвет, он был такой чуть зеленоватый, Бирюзовый. бирюзовый. Да. И вот мы нашли такой бирюзовый цвет, вот прям бирюзовый цвет. Вот мне кажется, будет очень красиво. Сейчас мы банку принесем. Ну там такой прям, Ну и посмотрим, как будет ложиться. такой прям бирюзовый. Ну другого не было бирюзового. А синие или голубые Всего лишь, окна не как-то хочу. Два цвета. Мы много всяких красок пересмотрели. Либо синий, либо голубой. Либо зеленый, либо бирюзовый. Ну и вот мы выбрали такой яркий, красивый бирюзовый цвет. Знаешь, где-то и голубой, кажется, тут цвет был в этих окнах. Так
Тут несколько их Это было. непонятно вообще. Был и голубой, и бирюзовый. Понимаешь, мы сейчас бирюзовым покрасим, солнце выгорит их, и они такие бледно станут. Бирюзовые. Сейчас подписчики подумают, что мы психанули с таким цветом. Но самое интересное, понимаешь, в магазине, нету цветов в образе. Темно-синий, голубой, серый, бирюзовый, типа коричневый. Какие еще цвета? Белый. Все. Больше нет Не цветов. знаю, мне очень нравится. Вот я сейчас смотрю, Да. очень красиво Ну, будет. на камере, наверное, не тот цвет. Правда? Ну да. Ну а я полностью все стекла подготовил, почистил, заклеил. И мы с Яной поменялись. Она пошла на окна, а я буду продолжать красить забор. Смотрите, вылитая дымка, как у нас на хуторе живет. Кс-кс-кс-кс-кс. А еще сегодня утром точно такая же приходила трехцветная, как у нас лапка ходит. Яна говорит, это актеры наши. Постановщики, мы их с собой берем. Как такое может быть? Чтоб те же коты здесь. Ну вот как? Это знаешь из разряда. Хотел бы такое придумать, не придумал бы. Ну Да. вот как? Утром пятнистая, точно такая же сейчас. Я говорю, о, смотри, это вообще, я просто в шоке. И других котов мы не видели. Не. Только вот эта серенькая и пятнистая. Без мороженого никуда. Перерыв. Тут у нас так душно не было еще, правда, дома? Походу будет гроза. Возможно. Ну, вообще вчера даже когда приехали, тепло было, прям жарко. Угу. А сегодня душно. Как в детстве. На лавочке. Да? Угу. Мгм. Я хочу сказать, что ты очень быстро приспособилась к такой жизни. Ну да. В прошлый раз нам писали, повесьте хорошее ведро, которое не протекает. Я нашла применение, мы вешать новое ведро явно не будем. Я тут посуду могу мыть, я тут приспособилась. Не течет водичка, все дела. Ну, зачем менять? Все супер, правда, умыться можно. Да. Замечательно. Вот. И, пожалуйста, посуду помыть. Решила я, что надо сделать нам немножко чаепития. Такое. Чуть-чуть отдохнуть. Ну, видно? Рукомойка. Со мной не пропадешь. Я могу жить во всех условиях.
Сели мы немножко передохнуть. Артем хочет перекусить, а я хочу попить чая. Обожаю чаи, я их пью всегда. Не знаю, я думаю, что есть такие, которые любят чаи. Вот мне вкуснее, допустим, выпить просто прохладный там чай. Ну вот вместо какой-то там газировки воды я всегда пью без сахара. И каждый день у меня есть всегда детокс чай от Горчибао. Что он мне дает? Он мне дает хорошее пищеварение, легкость. Ну, если вообще ощущаю очень хорошо. У меня никогда нету вздутия. Раньше я с этим, кстати, страдала. Он уменьшает объемы. В общем, помогает хорошему пищеварению. Всегда раз в день я принимаю этот чай. Ну, а Артем, вот мы часто на хутор едем, он хочет перекусить. Я, допустим, еще есть не хочу, а он уже, я бы покушал. И вот меня, пожалуйста, спасает коктейли от Горчибао. Они для похудения, в них содержится целый прием пищи. То есть ты выпиваешь этот коктейль, реально есть не хочется, правда? Вот выпил и насытился. И вот часа 2-3 ты даже не вспоминаешь о еде. Помимо того, что он насыщает, он имеет кучу различных витаминов, которые обогащают наш организм. Готовится коктейль очень легко, его можно кто как любит развести в воде, в молоке, в йогурте, в соке или даже добавить в смузи. Очень легко выпивается, очень вкусное. Я говорю, кому как нравится. Мне больше нравится с молоком, Артем любит с водой. И как его надо принимать? Мы не принимаем его каждый день. Мы вот таким действуем 5 раз в неделю максимум, что мы можем, и делаем перерыв. Очень хорошо выручает, когда ты даже едешь где-то в дороге. Вот мы в город ездим, да, где-то вот по своим делам, хоп, быстро намешали и перекусили. Но самый мой топ, я просто обожаю. Утром просыпаешься отекший, надо привести себя в порядок. Я думаю, не секрет, что есть такие дренажные напитки. Я никому вообще в принципе не открою тайну. Вот, реально помогает снять отечность. Вот эти переезды. Мы вчера в дороге провели много времени. Мы легли поздно спать. Проснулись сегодня просто отекшие. Выпили дренажик с самого утра. И я думаю, что было видно, какие мы были утром и какие мы сейчас, правда? Реально очень спасает. Те люди, которые мало спят, много работают, переезды, перелеты, жидкость задерживается, объемы увеличиваются, и мы видим некрасивые там, не знаю, ножки, там девочки, целлюлитики, там и все такое. Пожалуйста, дренажный напиток в этом очень помогает вывести лишнюю жидкость. Если кого-то заинтересовал данный продукт, мы все ссылочки всегда оставляем в описании. Переходите, ознакомьтесь, где купить, где заказать, что в ассортименте, какой вкус. Приобретайте. Я сегодня там до конца вот не докашивал, это я оставил 2 таких больших куста малины. И здесь тоже таких 4 небольших кустика. Я докосил. Еще колонны, да, надо? Да. Ты, короче, говоришь, что голубой не сочетается на заборе. Нет. Мне что-то нравится. Как будто... А мне кажется, надо как окошки в бирюзовом. Не знаю, еще подумаем. Гром гремит. Ну, то Первый в солнце. этом году, да. Ну, наверное. Мне кажется, мы не слышим. Такая грома. погода, да, что-то. То солнце вылезет, Ветер, парит. то солнце, то натянуло, то дождь, то сейчас гремит. Ну, Обычно гремит, потом дождь. Я не знаю, но пошли еще раз посмотрим, будем ну перекрашивать. пошли. Идем? Посмотрим, пойдем. Пошли. А мне почему-то хочется, чтобы так осталось. Ну, типа, забор, лавочка. Ну, лавочка, видишь, выцвела уже. А хотя бы лава такая. Но она впитала больше, мне Ну, кажется. может быть. Ну, а дом будет домом. Ну, не Как вы знаю. считаете? Напишите комментарии, друзья. В следующий раз, если что, приедем перекрасим. Потому что в любом случае нам серой краски не хватило. Ну да. Вот здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, что-то я просчитался. Поэтому мы ждем комментарии,
что делать с забором? Также в бирюзовый перекрашивать наши вот эти вот вставочки голубенькие, либо оставить так. А вот эти круглые тоже будем, Тоже да? вопрос. Я хотел, но потом подумал, что надо посоветоваться с подписчиками. Ну да. Ну давай, что-то натягивай, давай колонны, я зачищаю, ты красишь. Давай, да. Дождь идет, а мне тут прям удачно эта сторона. Как докрасить? Лишь бы он сейчас не затянулся. Хочется доделать. В этом году все яблони будут усыпаны просто яблоками. Смородины тоже будет много. Вся полностью с ягодами. Там была черная смородина, а здесь, смотрите, поречка уже. Уже ягодки даже есть красные. Но она еще больше усыпана ягодой, чем черная смородина. Весь участок полностью я скосил. Мы так Татьяны прикинули, на месяц будет хватать. То есть в следующий раз мы сюда планируем приехать где-то через месяц. Ну и вот так вот будем подкашивать его. И постепенно будем приводить и дом в порядок, погреб, летняя кухня, сарай. К чему будут доходить руки, что будем успевать делать, то и будем делать. Опять дождь пошел. Класс, мы справились. То, что надо было сделать. Я еще не оборачивалась. А мы уже видим. Вы видите, а я еще не вижу, что у нас получилось. Оборачиваюсь? Да, поворачивайся. Ну, хоп, как сразу. Ну, Домик посмотри. заиграл. Знаете, что самое вообще главное здесь должно быть? Чтобы нашей бабушке Наде понравилась ее новая дача. Мы ее начинаем оживлять, украшать. Вот. Это самое главное. Я тебе хочу сказать, она получается такая, как надо. Такая, она всегда у нее была яркая. Ну. Вот и сейчас она становится яркая. Когда мы красили, мы вообще вначале не понимали, какой цвет. Но потом я уже поняла, что есть какие-то окна сиренево-фиолетовые, ну такие что-то. Ну не знаю, были ли когда-нибудь такие окна. Я думаю, что нет. Что мы даем новый цвет. Может быть. И это дача. Многие писали, почему вы называете дачей. Объясняю. Домик находится в деревне. Почему это дача? Да потому что Артема дедушка с бабушкой жили в городе и приезжали сюда как на дачу. Да. Вот как у людей есть, живущих в квартире в городе, есть свои дачи. Поэтому, вот, пожалуйста, это дача Надежды. Почему Надежда? Мы ее так назвали. Потому что Артема бабушку зовут Надя. Вот. А в слове «надежда» это как бы ассоциируется и с ней, и другой смысл тоже есть. У этой дачи есть надежда, то, что мы будем ей заниматься. Вот как-то так. Вот. Я надеюсь, что вам, что бабушке все понравилось. Не знаю. Еще Ну, знаешь, забором наверное, разбираться. надо зеленым красить. Это вот я же тебе Я говорю. вот только сейчас понял. Видишь, оно не сочетается. Да.
Но еще, как я вижу, надо весь дом еще покрасить. Да. Вот. И тогда вообще заиграет новыми красками. Будем ждать комментариев. Да, будем ждать комментарии, но мое мнение тоже надо и лавочку бирюзовой сделать, и вот эти все украшения на заборе тоже сделать бирюзовым. И дверь мы покрасим бирюзовой, да? Да. Вот. И ждем комментарии. Ну, мы одно окно не покрасили же. Вот то верхнее. Я не знаю, как туда залезть. Тут лестницы нет. Вот оно прям тоже хочет Ну очень, да, знаешь, хочется. типа незаконченный вид прям. Вот. В следующий раз приедем, будем все докрашивать. И напишите в комментариях, какого цвета должен быть дом. Ну вот, я вижу его либо цвет вишни, ну, спелой Ну да. такой, Мгм. либо палисандр коричневая, но она почти как спелая вишня. Вот как у нас на хуторе все. Мгм. Может, рябина, как красный. Не знаю. В общем, ждем комментарии, будем вместе подбирать дизайн, так сказать. Вот. Честно, вы вообще не представляли, как будут эти окна смотреться. Ну, мне нравится. Мне тоже нравится. Когда еще солнцем оно выжжется, да, ну вот, постоит под солнышком, то оно такое станет тусклее. Не надо Не тусклее. надо тусклее. Очень красиво сейчас получилось. Так, знаешь, так в меру прям. Свежет. Очень. Дача ожила. Да. Ожила. Мгм. Да. Ну вот мы поночевали, не хочется уезжать, правда? Мгм. Сейчас бы остались снова. Да? Мгм. Хоть мы с тобой и спали на этом маленьком диванчике, но все равно. Сон был такой сладкий, утром не хотела просыпаться. Но долго не могли уснуть, потому что эмоции. Правда? Все Мгм. эмоции. Поэтому оцениваем нашу работу сегодня. Как обычно, вы у нас хорошие оценщики. Вот, а мы будем дальше сюда приезжать, наводить порядок, будем что-то делать, потому что бабушка не может уже по своему здоровью сюда приезжать и что-то делать. Ну, тем более, что тут и мужская работа надо, тут надо косить. Ну и вообще, я ж не знаю, это же твое детство. Ты же вот получаешь тут эмоции. Я тут что, вот только недавно я увидела твою дачу. Мгм. А ты вот сегодня как маленький вот такой вот мальчик поночевал тут. Класс. Мгм. Смотри, что нашел. Класс. Я Вообще. в таком костюме выходил. Вообще просто 90-е. Чисто, да. Да, вообще. Костюм из прошлого. Да. Вместе с воспоминаниями. Прикольно вообще. Только эта мастерка чуть-чуть выцвевшая. Не идет? Идет. Да? Да. У кого тоже такой костюм был? Напишите в комментариях. Вообще прикольно. Знаешь, что сейчас часто делают? Дни рождения в стиле 90-х. Друзей приглашают, и вот все должны одеться. Если тебя вдруг на такую вечеринку пригласят, у тебя есть костюм. Прикольно. Это мы уже собираться начали. Я говорю, что ты разделся, раньше не и тут нашел. сразу же на вешалке я оделся. Класс. Вообще. Супер. Смотри, я еще хотел прокатиться сейчас. Дождь идет. Да не дождь, тут все, наверное, Надо поменять. Так в следующий раз, Не, я может. сейчас попробую накачать. Ты что, зря достал? Все сдуто, но я думаю, что сейчас получится еще у меня прокатиться тут по улице. Слышь, вообще хочу прокатиться, я пошел качать. Как ты думаешь, накачается? Я даже не знаю. Да баба тут весь Холожин обколесила. А, на в этом лес велике. ездила, да? В лес, везде, на сотки, везде полностью на нем Ну, ездила. может быть. А что Сейчас нет? мы- Просто бы он сдулся, может, из-за того, что стоял. Аист. Аист. Такой дамский аист, не Мгм. раскладик аист, а дамский, но он тоже его раскладывается, все. Ну, Всё у как меня надо. такой был когда-то. Качает. Передний не сдуется. Бабе Наде, привет. Твой велосипед рабочий, поэтому можешь приезжать. В лес за ягодами. Сейчас черника пойдет.
Все, друзья, и такой вот положительной ноте, прям очень положительной, будем заканчивать серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Вам привет из прошлого. Всем бабушкам и дедушкам. Спасибо, что написали нам комментарий. Подписались, конечно же. Поставили лайк. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. А я поехал. Наверное, мы сегодня никуда не поедем. Нормальная такая скорость. Ну, не было. Он как новый. Класс. Только дождь. Ну так, знаешь, как в детстве. Такой грибной, знаешь, прям такой Как в вообще. детстве. Пока мама не видит, на велике под дождем.